У животных, как и у людей, тоже бывают плохие дни, но разница в том, что им тоже необходима наша помощь, чтобы пережить что-то плохое. С вами, как всегда, канал Топ Фактс, и сегодня мы покажем вам самые трогательные моменты, когда животные просят человека о помощи. Досмотрите до самого конца и станете как минимум чуточку добрее. Желаю приятного просмотра, ну и, конечно же, погнали! Мужчина прогуливался по парку и не мог не заметить бедного маленького котенка, который каким-то несчастным образом попал прямо в канал и никак не мог оттуда выбраться. Парень быстро соорудил из находящейся поблизости коробки спасательный круг, опустил ее в воду и вытащил котенка обратно на землю. А эта история куда более длинная и в то же время куда более трогательная. Жил-был лев по имени Юпитер. Ему вместе с его матерью не повезло, и они оказались в цирке. И ладно бы там за ними отлично ухаживали, но животных регулярно избивали и очень плохо кормили. И когда группа активистов узнала об этих ужасных условиях содержания зверей, они мигом начали миссию по их спасению. Проект удался, и жестокого обращения от циркачей больше не было. Мать Юпитера погибла еще в цирке, а сам же лев был отправлен в больницу. И во время пребывания в Колумбийском центре спасения с ним впервые в жизни обошлись по-доброму. Встретив Анну Джулию Торрес, основательницу приюта, Юпитер понял, что такое настоящий друг. Девушка со львом по-настоящему друг друга полюбили. Она его кормила, с ним общалась, выгуливала. В общем, они были не разлей вода. Однако хорошие времена длились недолго. Из-за проблем с документами в 2017 году другая служба забрала животных из-под крыла Анны Торрес и переместила их снова в зоопарк. Там льва не трогали, причем в прямом смысле этого слова, что очень печально. Он буквально голодал, и даже Анна не узнала своего друга. Кости виднелись сквозь все его тело. Так же, как оказалось, из-за сильного похудения у льва начались проблемы с печенью и почками. И, к сожалению, даже забрав его из-под этих ужасных условий, девушка так и не смогла спасти своего лучшего друга. Простой мужчина отдыхал на острове и случайно заметил собаку, которая упала с горки. Он не постеснялся и лег на землю, чтобы достать до нее руками. Позже ему помог и второй прохожий, поэтому миссия успешно завершена. Вот как выглядит еще один настоящий герой. Люди нашли орла, попавшего в болото. Они не побоялись взять его с собой и полностью вымыть, каким бы опасным орел не был. А после того, как следующий герой видео помог ленивцу пересечь дорогу, милое животное не забыло отблагодарить своего друга. Вот вам и еще один пример того, как животные доверяют людям. Разве это не мило смотрится? Ну а как вам такое? Кит погряз в какой-то густой ерунде, и обеспокоенные его жизнью добровольцы на протяжении 20 часов безостановочно поливали его водой, пока не прибыла служба спасения и животную не перетащили в чистую воду. А эти люди вытащили запутавшуюся черепашку из камней и отнесли ее обратно в родную воду. Если бы только черепашка могла говорить, она бы точно сказала спасибо. Бедная собачка оказалась брошена у дороги вместе со своими маленькими щенками. Для проезжих они были каким-то мусором, а для этого мужчины стали настоящей семьей. Человек увидел маленькую лису, которая была в беде. Он, не раздумывая, спустился в воду и спас милое животное. Даже свои вещи не стал снимать. Дайверы увидели небольшую акулу, которую выбросила на камень. Она застряла и могла никогда больше не увидеть своих близких. Но люди собрались в группу и спасли пугающее многих животное. А этот щенок едва не погиб из-за пожара, но один храбрый человек спас его и взял на свое обеспечение. Прошло уже очень много лет, и они до сих пор самые лучшие друзья. Многие, увидев обезьянку без сознания, точно прошли бы мимо, но только не этот герой. Он сделал ей искусственное дыхание, и вот к чему это привело. Олень оказался в лапах беспощадной змеи, но люди, увидевшие это со стороны, решили помочь другу с копытами. Они отпугнули змеюку, и животное быстро оттуда убежало. Кстати, напишите в комментарии, как вы думаете, люди поступили правильно или все же в дикую природу лучше никогда не вмешиваться. А вот вам и еще одно милое животное, которое было спасено добрыми людьми. Они увидели его плывущим в реке. В тот день было наводнение, и случайное столкновение с камнем или чем-то еще могло привести животное к летальному исходу. Но смелый человек опустился в воду и спас этого беднягу. Вы только посмотрите, как эта девушка мило передает потерявшуюся коалу ее маме. Разве это не милота? Да, это те самые моменты, которые возвращают тебе веру в человечность.
И кто бы мог подумать, что даже вот такие вот малюсенькие создания могут просить у людей помощи и не бояться. Я даже затрудняюсь сказать, кто это такой. То ли кузнечик, то ли кто-то еще. Кстати, если знаете, кто это, то напишите об этом в комментарии. А эта рыба совершенно случайно оказалась выброшена на берег и никак своими силами не могла вернуться обратно. Смекалистые люди подготовили специальное полотно, на которое они поместили рыбу. Далее они быстро сделали пару тестов, все ли с ней в порядке, и отпустили обратно в воду. К счастью, все действительно прошло хорошо и гладко. Мама-лебедь увидела, что ее малыш попал в беду, а человек, стоящий над животным, делал что-то непонятное. С ее глаз это выглядело так, как будто человек издевается над родным ребенком, но вскоре она поняла, что была не права. Человек спас маленького лебедя и вернул его на законное место, к своей любимой маме. А тут маленький козленок каким-то магическим образом угодил под колеса мотоцикла. Его голова застряла прямо у переднего колеса. Люди не остались равнодушны и сделали все, чтобы спасти это животное. Черепаха совершенно случайно проглотила целую веревку с огромным утяжелителем на ее конце. Это очень сильно мешало созданию кушать, а также банально дышать. Благо, что в тот момент оказались рядом люди, которые смогли спасти черепаху. На следующем видео вы увидите, как экскаватор может быть использован наконец-то по назначению. Он спас настоящего медвежонка, который угодил в бурлящую снизу воду. Спойлер, с Мишкой все было в порядке. Он не поранился и был доставлен в соответствующие службы, где ему оказали нужную помощь. Готов поспорить, что следующий кадр многие из вас даже себе и представить не могли. Вот что бывает, когда птичка, не замечая дерева, летя со скоростью более 25 км в час. Походу, после того, как птичку вытащили, она делает что-то вроде проверки системы. Вы никогда бы не догадались, что просила эта лошадь, которая преследовала машины. Ей было необходимо, чтобы добрые люди помогли ей пересечь этот высокий забор и оказаться рядышком со своей любимой мамой. Маленькая лисичка забежала к парню на территорию и угодила в банку из-под еды. Ей так хотелось есть, что она вовсе в ней застряла. Спасибо парню, что он вовремя это заметил и спас лисичку, которая в качестве благодарности дала ему себя погладить. Лайк, если у вас растопилось сердце. Бедная собачка из следующего видео угодила в промышленную жидкость, буквально обессилевшую песика. И все, что оставалось собаке, это лаять и звать на помощь. Ее крики были услышаны рабочими, которые на своей технике вытащили собаку из этой гадости. Позже ей оказали нужную помощь, и с ней все стало хорошо. Орел слишком задержался на земле, и его лапки буквально замерзли. И если бы не люди, то он никогда бы больше не смог взлететь и навсегда бы остался прикован ко льду. Зачем бы последовала просто гибель. Однако люди увидели птицу, не испугались взять ее с собой, накормить, согреть и вскоре отпустить на волю. Все мы с вами видели кучу видосов, на которых уточки ходят друг за другом. В тот день на дороге происходило что-то подобное, только вот из-за небольшого роста маленькие уточки не смогли запрыгнуть наверх за мамой. К большому счастью, поблизости оказался добрый парень, который благородно поднял их к своей маме. А эта черепашка что-то почувствовала на своей спине. Какой-то странный объект ей мешался и не давал нормально функционировать. Она не знала, как его скинуть, поэтому попытала удачу в единственно возможном помощнике – человеке. Приблизилась к нему и попросила о помощи. К счастью для черепашки, дайвер выполнил ее просьбу, и, довольная процессом, она уплыла обратно по своим делам. А эта лошадь была заброшена хозяином на несколько лет. Она не принимала душ, не ела нормальную еду, имела обезвоженность. Но, тем не менее, лошадка выстояла, и вот в каком состоянии ее нашли. Люди тут же ее помыли и срезали вот эти вот отросшие копыта. Только посмотрите, какой счастливой она была в тот момент. И вот, к слову, как лошадка выглядит прямо сейчас. Так, друзья, ну а на этом сегодня видео подходит к концу. Это были самые невероятные и трогательные моменты, когда животные просят о помощи людей. Если выпуск понравился и хотя бы немножко поднял вам настроение, дал немножко мотивации помогать животным, то, пожалуйста, пишите комментарии, ставьте лайки и не забудьте подписаться на канал Топ Факт, чтобы всегда быть в курсе выхода наших новых видео.